Представители знака зодиака Стрелец. Стрельцы, мои дорогие, здравствуйте. Второй расклад. Согласиться нельзя, остаться. События до конца 2024 года. Ретроградный Сатурн в Рыбах до 15 ноября. Сатурн – суровый учитель, организация жизни, структуры власти и в целом порядок. Нам предстоит уделить внимание некоторым сферам нашей жизни. И это не новая история, скорее что-то Сатурн нам вернет либо на пересмотр, либо на доработку. Есть какая-то часть нашей жизни или произошедших с нами событий до этого времени, которые еще пока не выстроились в логический ряд последовательности. Нам предстоит еще это сделать до конца 2024 года. И отчасти это может напоминать дежавю, но фактически это будет говорить о нашей решимости, ответственности и выборе. Представьте, что наша судьба – это своеобразный огромный маховик, колесо, несколько похожее, как по 10-му старшему аркану, колесо фортуны. И нам предстоит с вами запустить этот механизм. Мы могли пытаться прокрутить его раньше, но по каким-то причинам этот процесс стопорился. Может быть, маховик заржавел, условно говоря, аллегорически, после долгой паузы. А может быть, мы его вращали не в ту сторону. И наша задача запустить это колесо собственной судьбы, чтобы все системы заработали слаженно, в унисон обстоятельствам. И это период не в один месяц. Строгий учитель Сатурн дает нам время организовать свою жизнь. Ведь этой рулетке еще предстоит, преодолевая, возможно, какое-то препятствие, как заскорузлость или ржавый скрип, буквально прийти в движение и что-то в нашей жизни изменить. У нас сегодня две колоды. Первая колода Таро добра, которую прорисовала великолепная художник Колет Барон Рид и психолог. Значения карт подаются с позиции позитивной психологии. Вот давайте мы с вами узнаем. И первую карту я хочу назвать так. Неожиданности. Это те неожиданности, с которыми мы можем столкнуться со знаком минус вот где-то. Что? Может быть как предупреждение. И что будет помогать, что будет радовать или ваши сильные стороны? Вторая карта. И если мы говорим события, 3 главных события до конца года. Итак, давайте будем узнавать вестник Земли. Но я не могу сказать, что это какой-то негатив. Вот правда, нет помех. Ваша жизнь буквально в ваших руках по вестнику Земли. Это наше благополучие. И по вестнику Земли, безусловно, решение материальных вопросов. Так вот в целом, может быть, вы как раз и будете выходить из какого-то финансового тупика. У кого-то я могу предположить и так. И вестник Земли – это как рыцарь пентаклей. Он идет медленно, он никуда не торопится. Какой-то размеренный уклад, порядок жизни, нам об этом говорят. А еще нам говорят, придется проявить трудолюбие, честность и преодолеть какие-то препятствия, вот как раз разумные действия, выносливость и мудрые решения идут по этой карте. Но торопиться точно не стоит. Может быть, как раз, если мы спрашиваем неожиданности, нужно быть таким более осмысленным. Чего-то нельзя делать на автоматизме, мои дорогие стрельцы, иначе мы какие-то можем упустить детали. Но как таковая неожиданность нам не предусмотрено по этой карте. Разве что некоторое замедление. Может карта сразу давать совет, уделяя внимание только тому, что надежно, и это все что угодно. Вот, к примеру, вы хотите поменять работу или хотите построить карьеру. И в первом и во втором случае вы будете общаться с людьми. Так вот, люди должны быть ваше окружение надежное. И если организация, то она тоже должна быть проверенная, с какой-то хорошей историей. Если ваши предпринятые действия, они тоже должны быть рассчитаны не на короткий промежуток времени, а по вестнику Земли это своего рода марафонский забег.
Когда мы, да, мы не спешим, но мы тогда подмечаем какие-то детали. Вот именно внимание к деталям идет по этой карте. И если это идет, опять же, в неожиданности, значит, если мы будем торопиться, мы можем что-то упустить. А что же вам будет помогать? Вы знаете, удачное решение финансовых вопросов. И если есть как таковая денежная брешь или у кого-то, может быть, нужно рассчитаться с кредитом или наоборот, взять кредит, может быть, на ипотеку, тоже подготовка документов и так далее. По десятке земли это, по сути дела, по максимуму. Это карта сама по себе благополучие. И карты нам говорят о достаточно благополучном периоде, но, видимо, это нужно как-то, с одной стороны, сохранить, с другой стороны, развить. Никуда не торопиться, не предпринимать каких-то действий, которые больше построены на импульсе. Когда выпадают земля или пентакли, это какая-то слаженность. Слаженность наших действий и наших решений. Но по десятке земли это вообще-то в этой колоде карт изобилие, благополучие, финансы, знания, кстати, вы можете пойти учиться. И само по себе богатство. В принципе, прекрасный расклад до конца года, даже по этим двум картам, но уделять внимание финансовой стороне вашей жизни определенно придется. Что же за три главных события? Туз огня. По тузу огня это наши решения. Хотя у кого-то конкретно получение денег, иногда это об этом свидетельствует, потому что это как новость. Если вы занимались, допустим, деятельностью творческой или вам был положен гонорар, который какое-то время задерживался, или еще какие-то проплаты именно вам за проделанную работу. По тузу огня мы действительно это получаем. Для кого-то из вас как внутренний инсайт или какое-то сообщение, предложение, которое может изменить нашу жизнь. Туз огня, безусловно, это решимость на что-то. Или, если мы говорим о выборе, возможно, какой-то серьезный выбор вы как раз и сделаете, исходя из того, что могут прийти какие-то новости или обстоятельства вокруг вас так складываются, подводят вас к какому-то итогу. Вообще, это карта свободы и смелости. И мечты наши могут сбываться в реальности. Вот так нам говорит эта карта. Давайте мы немножко проясним и спросим, чем дело кончится. Ага. А вот будь хитрей. Может быть, поэтому вам выпадает вестник земли и говорят, ты не торопись, иначе ты что-то прошляпишь. По семерке мечей мы должны сохранять все то, что мы имеем. И где-то принять во внимание, что могут быть люди, которые пытаются манипулировать. Или попросту, мои дорогие стрельцы, врут. И если мы торопимся, или мы где-то находимся во власти собственных шаблонов, то мы ведь это вранье не увидим. Поэтому и нужно быть осмотрительному. Ну, давайте я сама достану карту. Итак, чем дело кончится? Вот будет важно не замечтаться, то, о чем я говорила. Или мы поторопимся чего-то, не проскочим мимо, не увидим. Или мы можем замечтаться, мои дорогие. Ведь прекрасная карта. Паж чаш. Это хорошее настроение. Вот нам уже об этом говорят, что в принципе, ну хоть вы и люди-то оптимисты, это так на самом деле есть. Но и, видимо, обстановка вокруг вас, она достаточно вот в вашем окружении благоприятна. Или у вас получается осуществить точно, как минимум одно дело, решить финансовый вопрос. Или определиться, откуда к вам приходят финансы. И это добавляет уверенности, но это может служить с таким посылом, когда хочется расслабиться, когда хочется помечтать, и это здорово, но не замечтаться, чем дело кончится. Вот нам как раз карта говорит, ты не замечтайся. В этой колоде карт у нас поросенок Хрюша с крыльями. То есть карта где-то напоминает, что если ты вот буквально в облаках где-то витаешь, то реальность, она может оказаться для тебя другой. И вот эта семерка мечей, которая перевернулась, может говорить, что быть в моменте здесь и сейчас вполне вероятно, остерегаться мошенничества, мои дорогие стрельцы, быть внимательным более к сумочкам, к паролям аккаунтов, предполагать, что, ну, увы, путь не устлан лепестками роз, и люди встречаются совершенно разные. И
Надо сказать, вот те, которые как раз мошенничеством занимаются, в разных вариантах, они более как будто считывают наше настроение или где-то, что мы невнимательны к деталям, и нас можно попросту легко одурачить. Вот будьте внимательны, правда. Тут какое-то ваше решение, что-то у вас, несомненно, получается, но как будто нас карты возвращают на землю. В том плане, что мы должны не терять связь с реальностью. И карта император. У кого-то, мои дорогие стрельцы, после вот моих предупреждений, потому что я должна озвучить, 7 мечей перевернулась, и нужно быть внимательным. А у кого-то изменения в личной жизни. Может быть, какое-то предложение по карте император, вполне вероятно. Я не говорю, что это у всех, но рядом паш чаш, и тогда это будет говорить о какой-то вашей личной истории и человеке, который значим в вашей жизни. Конечно, мы все разные. У кого-то император, ведь это карта власти, будет говорить еще, если мы про финансовые вопросы с вами говорили, что вы можете построить карьеру. Вот как-то судьба, действительно, колесо судьбы вот так повернется, что у вас будет такая возможность изменить свой статус. У кого-то изменить свой статус через личную жизнь. Или еще эта карта может свидетельствовать о том, что вы не должны с чем-то просчитаться. Вообще, когда император выпадает, олицетворение власти, у вас должно быть все под контролем. И где-то придется вам корректировать планы. Для того, чтобы основной какой-то, вот ваша задумка, она была исполнена. Но коррекция с учетом обстоятельств уже предполагается. И предполагается также, что вы не должны собой рисковать. Может быть, оформить документы согласно какому-то регламенту или порядку, или закону. Где-то себя подстраховать документально, мои дорогие стрельцы. Идеи – это хорошо, возможности хорошо, но есть какая-то данность, реальность, которая должна быть пунктуально вот исполнена. Ну или даже если с коррекцией, как я уже сказала, то тогда все равно это должно согласоваться с законами. Поэтому будьте внимательны. Что-то, возможно, вы будете оформлять. Вот действительно, карта искушения. В этой колоде карт так выглядит 15-й старший аркан. И нам говорят, не случайно вам выпадает карта паш чаш. И, как я уже сказала, мы можем замечтаться. И в этой колоде карт искушение. Не что иное, как мы можем хотеть, да, к примеру, материальный мир, если мы берем финансы, у вас 2 финансовых карты. Так вот, нам говорят, не выходи за пределы допустимого. Где-то с учетом карты император, я только что об этом сказала. Может быть, и придется корректировать планы, но это не должно идти вразрез с законами, мои дорогие стрельцы. С другой стороны, 15-й аркан нам говорит, если ты позволишь себе выйти как раз за пределы этих рамок, то есть за пределы допустимого или за пределы закона, и игра переходит в опасность. Поэтому для вас будут возможности, но быть реалистом, сохраняя критическое мышление, это точно. Вообще по 15-му аркану предполагается наша хорошая физическая форма. Но тут тоже собой не рисковать. Самоуверенность – это хорошо. Но самонадеянность – это уже когда чего-то чересчур мы на себя понадеялись. А вот как раз по 15-му аркану он великий шутник. Как только видит, что мы попали ему в сеть, он начинает свою игру. Поэтому тут буквально не стать жертвой каких-то манипуляций. Или каких-то пустых обещаний, мои дорогие стрельцы. Итак, чем дело кончится, давайте проясним. Еще один туз огня или туз жезлов в этой колоде карты. Какое-то решение, предложение, может быть какая-то новость, как отправная точка ваших последующих действий. Да, это может свидетельствовать о том, что это сама по себе возможность. Но игра не должна переходить какие-то правила. У каждого проиграется в своей сфере жизни. Нам карты не говорят, что это конкретно. Хотя, если туз жезлов, жезлы – это у нас дела, работа, бизнес и деньги. Поэтому будьте аккуратны, как с деньгами. Хотя вопросы страсти у кого-то, личной жизни, желание быть с конкретным человеком может где-то вас лишить некоторых барьеров. Мы хотим что-то осуществить. И вот это желание, если чересчур,
то мы тогда не видим, как, знаете, своего рода предупреждений. Мы не слышим голоса интуиции. Мои дорогие стрельцы, не рискуйте собой, не рискуйте своим добрым именем. Вам будет помогать пространство, если вы осмотрительны. Давайте спросим, чем же сердце успокоится. Снова 7 мечей. Ну вот карты живут своей жизнью, и есть что-то, когда захочется с учетом 15-го аркана очень совершить. Или, я бы сказала так, не играйте в азартные игры. Особенно, когда по Сатурну, да еще и ретро-Сатурну, какая-то обратка может прилететь. Или не соглашайтесь на какие-то сделки, которые выглядят поначалу многообещающими. Или когда вам человек конкретно обещает золотые горы. Будьте реалистами, правда, чтобы не быть обманутым. Или не поторопитесь куда-то, не делайте что-то, то, что противоречит, опять же, законам. Потому что через какой-то период времени жизнь наша так устроена, может вернуться какой-то вопрос, а мы уже к этому времени о нем забудем, и нам придется расхлебывать какую-то историю. Будьте аккуратны одним словом. Чего бы это ни касалось. Давайте карту совет. Фантастика. Правда, будьте аккуратны. Все то, что я сказала, наверное, от начала до конца, за период нашего гадания, скажем, или нашего прогноза, расклада, будет какое-то искушение в финансовых вопросах, это точно. Или легких денег. Помните, легкие деньги опасны. Весь 2024 год и период, когда Плутон в Водолее. Это как раз про обратку. И эта карта подтверждает, потому что снова выпадает 15-й старший аркан. Да, у кого-то вопросы страсти, личной жизни, когда хочется быть с конкретным человеком, но не замечтаться, смотря какое, конечно, это желание или в отношении кого. Если, к примеру, это недавний знакомый или знакомая, но не быть обманутым, не стать жертвой чьих-то манипуляций будет важно. Вот тогда и выпадает у нас в самом начале вестник Земли, и говорят, что ты куда-то можешь поторопиться. И из-за поспешности ты не успеешь рассмотреть каких-то подводных камней. Или ты можешь быть где-то настолько на своей волне, что теряем мы связь с реальностью. А здесь нет. Внимание к мелочам – хороший залог не ошибиться. Давайте мы откроем третий. И снова карта, правда, очень удачный может быть период до конца года по решению финансовых вопросов, денежных. Как и это касается вашего бизнеса, если у вас таковой имеется, или вообще ваших заработков, вторичного дохода. Девятка Земли все-таки это карта сама по себе самодостаточности. И поэтому возможности Вселенная вам дает. И если была какая-то, минусовая ситуация, даже, с большим минусом, стрельцы мои дорогие, будут возможности. Задача их увидеть. И, где-то не сидеть сложа руки, безусловно, но и не действовать поспешно. Ведь девятка Земли о чем нам говорит? Дисциплина. Да, самодостаточность. Но это карта о сохранении. И словно мы строим фундамент нашего благополучия. И девятка, эта карта означает как последний камень в фундаменте. Давайте мы немного поясним, чем дело кончится. Не рискуйте, кстати, ставя свою подпись, особенно для тех, кто руководитель или, мои дорогие, на что-то соглашаясь, допустим, с учетом аркана император. Тут ведь могут вам какое-то дело подать таким образом, что вам это выгодно. Вы куда-то поставите подпись или на что-то согласитесь, а потом вы можете об этом пожалеть. Будьте внимательны как и к своему доброму имени, как и к деньгам, как к имущественным вопросам, вопросам заработка. Вот все то, что в конечном итоге мы можем привести к эквиваленту деньги, оно должно быть у вас под контролем. Все карты нам об этом. Идея это тоже хорошо, но есть какая-то реальность. Итак, чем же дело кончится? С одной стороны, карта императрицы нам говорит: рассчитывай сам на себя или сама на себя. Для кого-то из вас это может быть действительно какая-то новая совершенно история.
в личной жизни. Или история старая, мы говорим, дежавю. И прежние отношения, которые переходят на новый уровень. Мои дорогие девочки, тут правда для вас все-таки это карта императрицы. Для кого-то из вас может они такие энергии означать, когда вы узнаете за вторую половину года «я жду ребенка». Или когда вы уделите внимание своему творчеству, или начнете какой-то проект. Ведь императрица – это символ нового «я». И очень благополучное время, девятка Земли, как раз о самодостаточности. Но, повторюсь, рассчитываем мы тут сами на себя. Может быть, это и будет смена статуса, мои дорогие. Правда, я могу предположить. У нас выпала пара. Причем какая пара? Император и императрица. Мои дорогие мужчины, это какая-то важная женщина в вашей жизни. И вы будете готовы взять за нее ответственность. Я не могу сказать, что это относится ко всем, но для тех, к примеру, кто один или одна, как раз не сидеть в гордом одиночестве. Нам все карты будут тогда об этом говорить. Дважды будут говорить, потому что у вас две карты страсти, 15-х арканов, две старших. И если это какие-то уже бывшие отношения, ну не совсем бывшие, которые какое-то время как дружба, они у вас состоялись, то вот здесь вы можете их перевести на новый уровень. Ну и вы-то, мои дорогие мужчины, в несколько таких более мягких энергиях, нежели в жестких. Как император, да, энергетика отличается. Давайте мы спросим, чем же сердце успокоится, королева жезлов? По сути, это ваша карта. Сердце успокоится, когда мы не будем давать, не обдумав какие-то обещания. Когда мы будем немногословны. Когда не повторим какие-то ошибки. А если уже их повторяем, то быстро анализируем и говорим: нет, мне туда не надо. Сами, мои дорогие стрельцы, где-то быть вдумчивым. Вот это вот все очень важно. Не делать что-то на автоматизме, я бы сказала так. Королеву жезлов, энергетика этой карты такова, что действительно ее жизнь заставила быть сильной, потому что было очень много препятствий, препонов. Ее жизнь буквально ставила на колени, и она каждый раз поднималась сама. Да, вы можете что-то обойти, какую-то как опасность или какую-то преграду. Или конкретно столкнувшись с человеком, который нечист на руку может быть. И тогда ваша вдумчивость, продуманность, когда вы собой не рискуете, и где-то прежний опыт, не доверять, о себе много не рассказывать, это все то, что помогает. Но, надо сказать, это положительная карта, когда помимо нашей сильной позиции, она где-то предвосхищает, что наши мечты будут сбываться. Какой-то денежный вопрос у вас как раз может решиться. Давайте карту совет достану. Есть какое-то разочарование, может быть, нам говорят, будь внимателен с эмоциями в принципе. За этот период второй половины года у кого-то будет возможность действительно изменить ваш статус в личной жизни, уйти от каких-то прежних разочарований, одиночества даже. Нам конкретно показана девушка, которая сидит одна. Но вот эти эмоции негативные, они находятся вот в этой чашке. Она лениво протягивает ножку, чтобы вылить эти эмоции вот в этот омут. Проститься с апатией, по сути дела, вот так. Проститься с какими-то разочарованиями. У вас очень благополучные карты, и мы можем где-то это все упустить, вот эти возможности. Либо от того, что мы отгораживаемся от мира, либо от того, что мы видим какой-то свой ракурс. Это, конечно, здорово, но, повторюсь в очередной раз, не теряем связь с реальностью. Эмоции любые, как со знаком плюс, так и чересчур по 15-му аркану, не должны владеть вами, не должны вами командовать. Только вы руководитель собственной жизни. И если мы говорим колесо вашей судьбы, вот этот штурвал, или назовите рулетку, вам, мои дорогие стрельцы, придется удерживать крепко, ближе к центру. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.